Всем привет, с вами Дэн. Кто внимательно смотрит канал, помнит, что где-то пару лет назад я показывал один из брендов Sunlight. И тогда этот ролик произвел просто фурор, потому что там за небольшие деньги были очень даже приятные, интересные часы. Я, честно говоря, сам не ожидал. Короче, 2 года спустя еще одни часы из Sunlight. Давайте смотреть, открывать. Надеюсь, они так же удивят, как и предыдущие. Ну, а если не удивят, то, конечно же, мы об этом поговорим. Так. Такая простая коробка, картонная, но зато эко. Симпатулечка. Симпатулечка. Здесь вот даже есть бирочка такая у нас. Давайте коробку в сторонку и будем знакомиться с этой моделью. Так, ну модель выглядит приятненько, но давайте сначала разберемся с характеристиками. Значит, Аками Discovery, хронограф Premier и конкретно эта модель называется еще и Миркат. И здесь вот эти Миркаты или сурикаты с английского на задней крышке есть. И, кстати, как симпатично. Ого, симпатично. Японский механизм, сталь. Ладно, сейчас разберемся, все расскажу. Значит, Миркаты — это сурикаты. Заявлено, что символизирует, что правильно, точность, потому что у них высокая организация, надежность, потому что иммунитет к яду змей. Ну и, видимо, раз это у нас такие часы для открытий и путешествий, Discovery все-таки, да, называется, ну, поэтому, видимо, там есть и вот такие вот расчетливая животинка. Ремешок кожаный. Ну и что касается цены, то в Sunlight, сами знаете, если кто не знает, то там зайдите на сайт, все ссылки оставлю в описании к ролику, там очень гибкие цены, то есть нужно, то, что на сайте есть, это одна цена, а по факту вы все равно купите сильно дешевле, потому что в приложении вам сразу бонусы начисляют, там, да, кидают их там практически каждый день, ну, я вот так, по крайней мере, заметил. Вот, в итоге даже стоимость озвучивать не буду, ну, я вам скажу, что довольно дешево эти часы я приобрел. А так смотрите по факту, как там будет. Но, опять же, цена на сайте, она сильно отличается от той цены, которую вам реально дадут как покупателю. Так что замудрен. Значит, корпус 316L с покрытием PVD золотистого цвета. Дальше 100 метров водозащиты. Неплохо. Для хронографа тем более. Минеральное стекло плюс внутренний антиблик здесь есть. Внутри стоит японский кварцевый механизм. Сейка TMI VK64. Неплохо, опять же. Хронограф здесь есть, минуты и часы, плюс индикация 24 часа. Она у нас вот здесь у отметки... О, так тут заводная головка-то завинчивается у нас. У отметки 3 часа у нас индикация 24 часа. Вот она здесь есть. Давайте сейчас стрелочки передвинем, чтобы у нас все было красиво и по центру. Ну и запустим хронограф. Да, вот у нас получается секунды у хронографа. И минуты здесь. И индикация 24 часа, плюс дата у отметки 6 часов. Кстати, дата довольно-таки крупная. И то, что она по центру расположена, в принципе, не особенно меня даже и раздражает. Ну, неплохо. Так, давайте сразу по размерчикам пройдемся. Значит, по корпусу у нас получается 42 с небольшим. Высота 12,7. Ремешок 20 и... Что касается от ушка до ушка, 49 практически, да? Ну, то есть, модель не самая маленькая, но она достаточно универсальная все-таки. Тем более, это хронограф и достаточно насыщенный. Вот мое запястье 18,5, слушайте, ну, неплохо по посадке, и они удобные, они достаточно легкие. Ну, и самое главное, слушайте, они симпатичные. Особенно, если вы любите такой вот яркий, достаточно... стиль, который, ну, вот с золотом. Да. Я не люблю с золотом, но если вам нравится такая вариация, то вполне. 75,5 у нас по весу. Ну, они не тяжелые. Так, давайте мы сейчас вот это вот все вот так вот аккуратно оторвем. О! Застежка у нас тоже золотистая. По корпусу здесь такие полосочки. Ну, кстати, аккуратно. И корпус двойной получается, да, с сатинированием. Кстати, они даже больше не золотые, какие-то бронзовые, те, которые еще не успели набрать патину. Больше как-то на них смахивают. Здесь зеркальная полировка, здесь тоже полосочки вот эти идут. Аккуратные, кстати, грани. Сатинирование по нижней части и рант у нас с зеркальной полировкой.
Ну и как-то без перебора. Кстати, Аками, по крайней мере, заявлено, да, что это бренд японский, делается, естественно, в Поднебесной. Ну, здесь, наверное, это неудивительно. Стиль часов ретро, и мы видим, что здесь действительно такое ретро. Ну, я бы сказал, они достаточно современные, но при этом есть вот эти нотки часов там примерно там 30-е, 40-е годы. И, ну, они чуть более яркие, наверное, да, чем могли бы быть ретро-часы, но я бы не сказал, что здесь какой-то перебор. И, конечно, мне нравится вот это беспроигрышное всегда сочетание: золотистые метки, золотистые стрелки, золотистый корпус и синий, да, здесь еще причем такой циферблат с солнечными лучами, с эффектом, да, он яркий, сочный, метки накладные, золотистые. Ну, вот кто любит такой дизайн, прям пушечка, бомба. И я опять удивлен, слушайте, ну второй раз. Ну, часы Sunlight, казалось бы, да, что там может быть такого особенного? Ха! А оказывается, здесь моделька, которая, назови там, я не знаю, ну, Цеплин какой-нибудь, да, или еще что-нибудь, или японское что-то, можно раза в 3 дороже продавать, реально, но они сделаны классно. Сейчас, конечно же, посмотрим в макро, как там циферблат, но если меня предыдущая модель поразила, то она все-таки подороже. И с 15 сантиметров, да, они выглядят реально взрослыми, классными часами. Я пока что даже не знаю, к чему здесь можно придраться. И мне такое ощущение, что придраться не к чему. Здесь даже есть система быстрой замены ремешка. О-хо-хо-хо. Ребяточки, так Sunlight-то развивается. И такими темпами они весь сегмент такой, ну, достаточно доступных часов просто отъедят, потому что классно. Кстати, ремешок неплох. Под аллигатор я, конечно, не люблю, но здесь сам по себе ремешок нормальный. По крайней мере, какое-то время он вам, может быть, там несколько месяцев послужит, и вопросов к нему нет. Он матовый, он аккуратный, с хорошей прострочкой, он гибкий, гнется здесь, ну, в общем, супер. И он по цвету хорошо подходит. Циферблат здесь, конечно же, насыщенный, но мы же говорим про хронограф, да, у которого есть еще и 24-часовая здесь индикация в отметке 3 часа. Но при этом с читаемостью проблем нет, потому что стрелки крупные, стрелки большие. Стрелки, кстати говоря, правильной длины. И еще вот этот белый люминофор, который на них нанесен, он дополнительно улучшает читаемость. Потому что когда яркий свет на них падает, понятно, что зеркально полированные стрелки, они не очень хорошо будут видны. Ну, отблескивать будут, да. А здесь за счет того, что эти белые такие яркие стрелки, слушайте, читаемость прям окей. Здесь вопросов никаких нет. Разметка есть тахиметрическая, да, дальше идет секундная, часовая, минутная, ну, вообще все тут. Вот. Ну, опять же, да, если мы говорим про то, что все-таки стилистика такая винтажная, то большое количество разметки здесь в порядке вещей. При этом, видите, тахиметрическая шкала, она вынесена на внешний радиус, и она здесь как бы вообще не мешает. То есть, да, по центру у нас, ну, и часы, они тоже выделены достаточно крупные, ближе уже к манежам. Так что в плане читаемости шикарно. Бренд здесь, да, печатанный, хронограф, премьер, в принципе, все, больше ничего не отвлекает. Стекло чуть выше, чем корпус, оно чуть-чуть выпуклое, кстати говоря. Ну и сзади порадовала вот эта крышечка-то, а? Хорошо. Хорошо. Ну что ж, самое время посмотреть уже и макро. Так, накладные меточки отполированные. Да, вот солнечные лучи идут. И циферблат он такой вот темно-синего, даже какому-то немножко сиреневому, смотря с какой стороны глядеть на него. И, блин, слушайте, а здесь все идеально сделано. Японский механизм указан. Опа, слушайте, а вот эта моделька, да, она разрывает конкурентов в своей ценовой категории, да и даже в пару раз дороже. При том, что учитываем, что мы эти часы покупаем в российском ритейле, то есть там легальный завоз, да, легально все налоги, все пошлины, гарантии, все остальное есть. Так что, блин, крутяк. Ну и сзади здесь прям прелестно все. Да, придраться не к чему, модель очень взрослая и классная. Ну что ж, скажу по итогам. Давайте сбросим все показатели в ноль. Я шокирован и приятно удивлен. Наверное, вот так стоит завершить этот ролик, но давайте добавлю все-таки. Во-первых, эти часы я решил разыграть, потому что они реально классные. И я хочу, чтобы победитель, а мы будем разыгрывать их, естественно, на стриме,
Где-то раз в 1,5-2 месяца проходит у меня стрим обязательно. И для того, чтобы выиграть эти часы, нужно быть подписанным на канал, поставить лайк этому видосу и написать любой комментарий. И вот эту бомбическую модель Аками Discovery кто-нибудь выиграет, а потом напишет уже отзыв на них обязательно в нашем чате Telegram. Вот. Так что, слушайте, ну, дизайн, понятное дело, это вопрос тому, кому нравится, кому не нравится, но вот дизайн здесь все отлично сделано. В плане качества, в плане характеристик и, главное, в плане цены здесь вообще никаких вопросов нет. Так что все очень серьезно, здраво, приятно сделано. И, ну, короче, пишите ваше мнение, ваши комментарии и напишите, на самом деле, может, что-нибудь еще в Sunlight поглядеть. Я обязательно посмотрю, потому что вот это, ребята, просто разрывает рынок. Это, конечно, прикольно. Ладно, короче, всем пока, с вами был Дэн, увидимся.